Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли, или сотрудник номер 427, работал в одной фирме, занимающей огромное здание. Всем привет, дорогие друзья, с вами Друзья. Сегодня мы с вами поиграем вот эту вот игрушку за Stanley Perry. Почему я выбрал эту игру? Прикол в том, что эта игра, значит, ты сам строишь эту историю. Вот рассказчик, если ты, например, вот, допустим, если ты, вот если я вот делал какие-то действия, рассказчик это все рассказывает. Виктор, скажи что-нибудь! Я уже достаточно напуган. Что мне еще делать? Легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы. Перед Стэнли лежал новый, неизведанный путь. Этот момент был именно таким, каким он должен был быть. И Стэнли был счастлив. Притча о Стэнли. Давно мы сюда не возвращались, в свой старый добрый офис, где мы нажимаем все время на кнопки, непонятно зачем. Здравствуйте, ребят, с вами я, Ненависть, и мы с вами возвращаемся снова в Stanley Parable. Только уже не обычный Stanley Parable, а в Ультра Deluxe. Ой, я, если честно, очень рад, что эта игра вышла, потому что я очень сильно ждал ее выхода. Мне тогда еще с того первого момента, когда я записывал Stanley Parable, мне она очень сильно зашла, я ее переигрывал даже. И вот, наконец-то, вышла Ультра Deluxe версия, где разработчики обещали больше концовок, больше разветвленных линий сюжета и все в этом духе. Также подкачали графику, но графика, если честно, мне была не особо важна. Мне была важна именно сами выбор концовок там, или выборов больше возможностей, или каких-то там других ответвлений сюжетных, как наш диктор говорил. Но есть единственный минус, то что русской озвучки, к сожалению, не будет. Поэтому мы будем с вами играть, как тогда еще, когда выходил Stanley Parable в 2013 году, вместе с субтитрами. Вот так вот. Да. Ладно, все. Не будем затягивать. Погнали в игру. Мне уже самому интересно, что уже разработчики там придумали. This is the story of a man named Stanley. Да, это про меня. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Нет, тогда это не про меня. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Счастье было для всех сотрудников. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Да, я хотел сказать, что, блин, я бы не мог выдержать столько сидеть, нажимать на одни кнопки и все это нажимать. Не, ну графика, видно, подкачала реально хорошо. То есть прокачали ее только так, если честно. Интересно, двери вообще можно открыть какие-то? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ну все пока что то же самое, типа я все так же сейчас клацаю, кликаю, типа я пытаюсь что-то открыть, но все то же самое, я ничего такого пока же не замечаю, кроме прокачанной графики. Также компьютер можно выключить. Угу. Ладно, давайте дальше пройдем. Ой, ёперный театр, я обосрался. Я испугался своей собственной закрытия двери. Капец. Господи, что за фризы вообще, я не понимаю.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Оказавшись перед 2 открытыми дверями, куда бы вы пошли? Ладно, давайте пойдем все-таки в левую дверь, как нам сказали все-таки. Помню, я в правую дверь сначала пошел, там что-то было. Я уже сильно не помню, что там. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ни хрена себе, я испугался, блин, раньше проектор не работал, по-моему, я уже не знаю. Подсобка. Во. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on. Как это ничего не было? Я тебе уже который раз говорил, вот какое хозяйство, ты посмотри, блин. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Не-не-не-не-не, знаешь, я тебя все-таки доведу опять в этой подсобке, потому что я уже здесь был. Baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified. Теперь я делаю, я взаимодействую с дверью. He's literally just standing there doing sweet FA. Слушай, я, знаешь, как бы уже тут был, я тебя уже выводил, так что я тебе выведу и здесь. Are you really still in the broom closet? Да, это я. Doing nothing? Why? Please offer me Просто. some explanation here. I'm genuinely confused. Ну как, почему, типа, ну смотри, видишь, какое хозяйство добро, можно себе забрать себе, потом на даче можно себе что-нибудь сделать полезное. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it. Да, была причина. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Знаешь, я понимаю, что не нужна, но что я хочу тебя вывести, извини. Maybe to you this is somehow its own branch. Да. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Ой, он меня меня недооценит. Я еще видео на это на Рутуб и Ютуб запишу и выложу. Stanley was fat and ugly and really Э! stupid. He probably only got the job because of a family connection. Чё, хватит оскорблять With меня. drug money. Also, Stanley is addicted to drugs. Нет. Сейчас его понесет опять. Сейчас как тогда еще с прошлой Well, I've come версии. to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Неправда, я хожу еще. The responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Ну все, он обиделся. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Ладно, я выйду, ну ради тебя я выйду, хорошо. Ah, second player, it's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Ну слушай, я тебя разочарую. You too? Unbelievable. I'm Да, at это the даже. mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Нету. Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Ладно, все, хватит над ним издеваться. Извиняюсь за свои эмоции, просто, блин, я очень рад, что вышла эта версия. Я просто от нее ожидаю очень многого. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ну, давайте пойдем также наверх, как обычно. Так, тут закрыто.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ну, я бы этого не знал, если бы ты тогда еще при обычном Stanley Parable мне не говорил этого кода. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Да. Не, ну слушайте, ну прям постарались над игрой. Даже перевели с такими вот рамками. Если честно, я знаю, что там будет в эскейпе. Я туда не хочу пока идти. Мы пойдем туда. Как обычно. Бля, ну слушайте, ну пока мне нравится, но пока я еще не знаю, есть ли другие тут концовки. Но вообще, по идее, должны быть. Вот эти все самые огромные мониторы, которые позволяло наблюдать за всеми сотрудниками. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Да. Такова жизнь, ребят. Когда ты приходишь работать, все, твоя контроль над жизнью полностью пропадает. Вот смотрите, что происходит. Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. А вот и то самое зловещее питание, которое вот все подпитывало эту систему. Так, ну... Надо нажать, получается, включить или выключить. Оп. Не, ну слушайте, я как бы сразу хотел off нажать, потому что, ну, это было бы правильно. Это правильная концовка. Хотя я здесь не думаю, что есть какая-то правильная концовка. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Поздравляю, ребят. Мы это сделали. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ох, если честно, как не хватает того старого доброго русского диктора. Ну, что имеем, то имеем, ребят, в принципе. В принципе, тот диктор английский тоже неплох. The feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now,
that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ну, в принципе, мы помогли Стэнли обрести свободу. Это единственная концовка, которую вот да, пройдите игру, достижение я получил. Получается, это истинная концовка. Я думал, что это вообще типа не истинная, но все-таки истинная. Ладно, меня у достижения убедили. И снова мы здесь блуждаем под пустым офисом. Опа. Оп, что-то открылось. Oh, new content? What does that mean, new content? Я даже не знаю, что это такое. Слушай, ну. Интересно. Куда это меня направляет? Надеюсь, меня не убивать направляют. Я на это надеюсь очень сильно. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Да, пожалуйста. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Я до сих пор поражаюсь разработчиками. Они, то есть, закрыли весь контент Ультра Делюкса, чтобы я прошел еще раз Стэнли Parable, стандартный 13-го года как будто бы. И потом только врубить Ультра Делюкс материалы. Ёперный театр. Я до сих пор удивляюсь этой игре, если честно. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Я тоже, если честно, но надеюсь, нас не убьют. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere? Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Да, наконец-таки мы начинаем играть уже в Ультра Делюкс настоящий именно. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Чё я-то? Это не от меня зависит. Ага, новый контент. All right, let's see. Прыжковый круг. The jump circle? Вот это да! Они добавили прыжки! Нифига себе! Чтобы вы понимали, раньше в Stanley Parable прыгать нельзя было. Охренеешь, блин. Вот это, блин, контент. Ну, вот это да. Это то, за что я отдал 450 рублей. В смысле, блин? Вы еще охренели, блин? Еще ограниченных прыжков еще поставили. Не, ну это вообще, ну... Не, ну это хамство вообще, ну слушайте, ну... Да пошли вы нафиг, блин. Is that it? Да. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. Да я тоже It's так just думаю. elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes, I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Ну давай посмотрим, диктор. Знаешь, вот прям знаешь, ты вот знаешь, вот впервые мне так нравится с тобой путешествовать. Прям чувствую, прям человека, который рядом со мной вот прям путешествует.
Спасибо, что попробовал. That's it? Oh, you've got to be Всё. kidding me. You see, Stanley, Круто. this is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we Нет, just не reset надо the game, перезапускать. and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Ну, ладно. Куда? В смысле? Куда? Чё? Куда это вы меня телепортировали, диктор, алло? Ты куда меня занес, блин, это... Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Я могу туда пойти или... Ладно, диктор, я тебе поверю, я иду к тебе. Если честно, я сейчас в шоке сижу. Не знаю, как вы, но, блин. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe Да, content turned помню. out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Нифига себе. I call it the Memory Zone. О, It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on зона PC. памяти. А, это воспоминания. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all Да, meant если something. честно, ты прав. Вот здесь ты прав, да. Ну, знаете, если честно, то, как бы, блин, 2013 год это самое золотое время было для игр. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, Skyrim, it was all нифига of them. себе, бля. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. The Original Stanley Parable. О, это старая менюшка. Я помню, как еще ее проходил. Ну-ка. А что тут? Отдел ремонта, зона памяти. Ладно. Это отдел ремонта, зона памяти? Что-то не то. Ремонт, зона воспоминаний? Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories.
These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. О, открылось. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Ну давай посмотрим. Да ёпта, да что за фриз? Ёб твою мать, да задолбали уже. Ой. Что это за Left 4 Dead начался, блин? God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ну, блин, слушайте, этого я уже не видел. Ну, блин, ощущения непередаваемые просто. Я, наверное, повторять фразы свои не буду заново. Дабы, блин, потом у вас из ушей все это не вытекало потом. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Obviously you can. Oh goodness, this is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Да нет, ты чё, блин, нормальная игрушка, все хорошо, блин. Да хватит фризить. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Слушай, мне кажется, ты слишком сильно восприимчив к отзывам. И опять фризы. Блин, я не понимаю, что происходит, блин, почему. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to Не, ну слушай, Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue. Да не бывает нескончаемый монолог. The story and the choices, or what have you. Ну знаете, вообще-то, диктор, без тебя это не Stanley Parable. Я не нажму на эту кнопку ни за что. А, понятно, это повтор. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice. Ну блин, извините, он сам меня вынудил, он начал повторять монологи, я не виноват. Я думал, он сам будет говорить. Not that, of course, you need a description of it. Wow, now Stanley, that's a review. It's perfect. Ну да. It's the perfect review. Я вообще считаю, что игра офигенная. Надо вообще нахреначить идеальных отзывов просто. Well, I have to read it again. It's simply too wonderful. I have to experience this just one more time.
From the ashes of depravity Чё, rises по the второй круг phoenix пошел? of quality. I have to experience this just one more time. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not куда дверь unendurable by any пропала? means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on Э, myself about. I know Ты it's shocking, чё? but at any rate, wait, how do we get Я out? тоже задаюсь, куда дверь Door делась? go? Wasn't there a door that led into this room? I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. Давай. You just need to not do Ничего не anything. делай? Don't press Нажимай на skip кнопку, button. пожалуйста, Please, нажимай на кнопку. please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Got it? Yes, good. I'll be right back. Теперь, блин, ребята, я не ожидал, что я выйду на такую концовку, которую я должен, блин, слушать все реплики. А еще я теперь должен, помимо этого, ждать, пока он вернется. Ёшкин кот, все. И я не знаю. Ладно, я, наверное, это перемотаю, обрежу, вы этого не увидите, но я посижу, наверное, сколько там времени. Потому что фиг его знает. Что-то мне подсказывает, что это нас обманули. Мне кажется, надо нажать на кнопку все-таки. Хотя хрен знает, может тут есть какой-то контент. Ну блин, в любом случае я не могу ждать долго. У меня... Я видео снимаю, надо же заливать видос, я не могу долго сидеть ждать. Поэтому я думаю, что я как-нибудь, может, перепройду этот кусок. Не знаю. Ну ладно, давайте. Попробуем нажать. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Oh my God. And it's all because of those reviews. Так, ну знаешь, я бы не нажимал на кнопку, если бы ты не повторял одни и те же фразы. Я не буду слушать постоянно одни и те же фразы. Слушай, я уже их слушал. Why did Cookie Nine's opinion? Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness. I have something to А talk чё to темно you. так? Stanley, I think it's been a week or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Sitting here. Not a Диктор, single person to speak мне это не нравится. Я не хочу. Just how it's always been, right? Нет, я сидеть не буду. Дальше. Надо делать что-то. Oh, hello. It's you. You're here again. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever Господи. sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe Год? it for Я you. здесь год To begin просидел. with, Диктор, there's ты no чё, good бля? point of Диктор, writing знаешь, limits. я не But what против I твоих now монологов, но know когда мы was просто в it заперти и was ничего не a двигается, я не могу revolutionary. так. It was unlike Надо что-то anything I делать, had я не ever могу known. так, It was a реально. space without Тут нечего consequence, нажимать, without action or нечего outcome. взаимодействовать, It was ничего тут divorced нельзя entirely сделать. from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. Я могу There только could на эту be кнопку no нажать, one пропустить, и ending, все. no singular Я лишь outcome of я events. лишь Not из-за if all уважения не events пропускаю. existed. Не-не-не, дальше. А теперь мне стало еще больше стремнее. Не-не. Чё? Диктор, все, да я понял, страшно, все, страшно, вырубай. Часы уже упали, ёперный театр, диктор. Что делать? Я не хочу нажимать даже дальше, мне страшно. Конечно, мне не так сильно страшно, но мне жутко. Реально, мне реально жутко сейчас. Ё-моё, это еще стремнее, чем с той концовкой, блин.
Там еще портал типа был. Ладно, дальше. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. А это что сейчас вообще происходит? They said, first he didn't entertain us, now he won't shut up. Review. А, So все, here's what we get. повтор We get these пошел. demands that seek. Повтор пошел, все. Видимо, диктор реально пошел куда-то отходить. И я испугался. Господи, боже мой. Мне страшно. Мне реально больше жут. Сколько еще здесь мы будем сидеть, я не знаю. The end is never the end, 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 is never the end. А сейчас эта фраза везде, типа, была при загрузке и... Господи. Дальше что? Что теперь? Господи, да хватит такие звуки издавать. Ни черта до сих пор не вижу. Уже сколько времени прошло? Ёперный театр, не пугайте меня. Уже стена нафиг разрушилась. Твою мать, что происходит? А можно дверь вернуть? Не знаю, я не хочу такое развитие. Я не хочу умирать в таком. Я не хочу умирать в таких условиях. Нет. Не хочу. День наступил. Но все равно я не могу вверх подняться. Это все равно бесполезно, я не могу. Диктор, придумай что-нибудь, заспавни лестницу, я не знаю какой. Вот лестница есть, вот, попробуй забраться. Ну нет, Стэнли у нас без руки еще, помимо ног. Ног нет, рук тоже. Дальше. Все заросло. Ого. Знаете, ну, красиво, если честно. Не, ну красота. Блин, я бы здесь и остался смотреть бы и наслаждаться этим, но все-таки видео идет уже сколько времени? Уже час 32 минуты, поэтому идем дальше. О! Теперь этого нету. Не-не-не-не, я не хочу в такой атмосфере сидеть дальше. Диктор, вернись, пожалуйста. Я понял все, я не хочу. Пожалуйста. Я не хочу. Я не хочу. Пожалуйста, диктор, вернись обратно. Пожалуйста, вернись обратно, пожалуйста. Свобода! Наконец-то! Так. И куда нам теперь? Куда нам теперь идти-то? Охренеть. Теперь это просто пустыня.
Так, давайте сверху посмотрим. А, нельзя? Ладно. Нельзя так нельзя. Так, где тут у нас цивилизация примерно? А. Господи. Фух, блин, это было долгое приключение. Ладно, ребята, все, я думаю, что на этом мы закончим сегодня с вами, потому что, господи, ой, боже, я если честно, очень сильно приятно удивлен. Блин, концовка эта, блин, просто бомбезная, она просто офигенная. Мне даже голос немного проседает. Господи, так долго видео шло. Капец. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новую серию по Stanley Parable Ultra Deluxe. Естественно, мы ее пройдем до конца, также на те же концовки, которые мы проходили еще в обычном Stanley Parable, естественно. Фух, не, ну это... Я уверен, я надеюсь, что это не все, что есть в этой игре. Поэтому, как бы, все. Всем удачи, всем пока.